это очень, так сказать, близкая для нас тема. Они уже достигли своих результатов по реинтродукции американского журавля и хотят помочь нам. Считается, что в Сибири существует 3 гнездящиеся популяции стерха. Одну вы видите якутская популяция, это на востоке. Здесь показана небольшая, так сказать, миграция, а зимует она на южном побережье Каспийского моря или в Северном Иране. Центральная популяция летела раньше на зимовку в Северную Индию и зимовала там в искусственных водно-болотных, вернее, искусственном водном болоте. Из-за того, что западная популяция была под прессом охоты, особенно в восточных странах, там, где мигрирует стерх, всего 1 стерх остался в западной популяции. То есть 1 стерх зимует в Иране, в Северном Иране. Назад. Population going to India because of hunting along the migration route. We lost them in last birth 2003. Последние стерхи, встреченные в центральной популяции в Индии, вернее, были встречены в 2003 году. До этого регулярно прилетала туда пара, которые много лет мониторили на территории Кунаватского заказника нынешнего. Это бассейн реки Кунават, и многие из нас знают, что это такое. Дальше. When we started the project in the 1970s, we did not know anything about the wintering area in China. Когда начинался этот проект по сохранению стерха, мы ничего не знали о территории зимовки стерха. So not until 1981 they discovered the wintering area in China. Только в 1991 году была открыта территория зимовки в Китае. And the Chinese were shooting the birds, hunting them. И китайцы там охотились на стерхов. And since then, the Siberian crane is protected in China, and the population has increased to about 4,000. Джордж не сказал, я скажу, что благодаря усилиям специалистов Международного журавлиного фонда эта охота на стерхов была прекращена и территория была взята под охрану. С тех пор популяция стерха в Якутии выросла до 4000. Next. This is the whooping crane in America. It looks like the Siberian crane, but it's very close to Eurasian crane. Это американский журавль, или whooping crane, как они его называют. Он очень похож на стерха, поскольку он белый, но ближе всего в генетическом плане, в родстве, он ближе к нашему серому журавлю. In 1940, there were only 15 birds alive. В 1940-х годах их осталось всего 15 особей. And now we have about 300 in the migratory flock. Теперь мигрирующая стая насчитывает 300 особей. And we have 160 in captivity. И еще в неволе содержится 160 особей. And we have 150 in new wild populations. И еще 150 в новых диких популяциях, то, что они уже сумели выпустить, реализовать, то есть в природу. Next. This is the old breeding area of the whooping crane. Это старые гнездящиеся территории, ареал гнездования американского журавля на территории Северной Америки. And this is the old wintering area. А это места зимовок. And this is where we tried to start a new population, here and here. И здесь, вот где зеленым показано, где они образовывают, организуют новые популяции американского журавля. But these two experiments were failure. We failed. Но это только экспериментальная работа. Now we are trying to make migratory from here to here
and non-migratory here. Следующим планом у них создание территории, вот где он показал штат Висконсин севернее, для того, чтобы они мигрировали на зимовку во Флориду, и не гнездящую территорию вот там на побережье Карибского моря. The surviving population breeds way up northern Canada and migrates to Texas. The 300 birds. 300 журавлей, диких журавлей, обитают на территории Канады, вот Буффало национальный парк, и мигрируют на территорию Техаса для зимовки. Дальше. Okay. So in 1966, the U.S. government and Canadian government started captive breeding program. В 1966 году правительство США и Канады начали работать по невольному разведению американского журавля, разведению в неволе. Next. This is the ICF, Captive Breeding Center for Whooping Cranes. Это часть международного журавлиного фонда, они называют ее Crane City. Это вольеры для разведения американского журавля. Each pair of cranes has 2 cages. And 1 year they're here, next year they are here, and this is the winter house. So they cannot see the neighbor. We put up this so they Для того, cannot чтобы see. соседние пары не конфликтовали, они используют вот эти теннисные сетки для теннисных кортов, для того, чтобы лишить визуального контакта между парами. We have very cold winter, but whooping crane is very strong. We do not heat the buildings, just natural temperature. У них бывают довольно суровые зимы, но американский журавль сильная птица, и они не обогревают эти домики. Next. Sometimes we use trees from Christmas. Вот рождественские елки, которые собирают у населения, прикрепляют к стенкам и главное в угол, чтобы, так сказать, птица имела вот такой мягкий угол и не поранилась. Next. Yeah. They lay the eggs very early spring. Они начинают откладывать яйца в ранней весной, как вы видите, самка сидит фактически среди снега. У нас, кстати, стельки то же самое делают. Next. We make a pond for them. Они делают в вольере вот такой пруд. Next. Птицы делают, сами гнезда собирают из сухой травы. И оставляют паре птенца для выращивания. Just the same as oka, sometimes parent raised, sometimes isolation. Ну, сходно с нами, они выращивают даже птенцов как под родителями, так и изолированным или костюмным методом. Next. Next. Это как раз костюмный метод, похож на Looks нашу familiar to you. Да. Next. This is the sandhill crane. Это канадский журавль. And we have more than 500,000 sandhill cranes. На территории США и Канады гнездится более 500 000 канадских журавлей. Это самый многочисленный вид журавля в мире. And we learn many things from sandhill cranes that we can apply to help the whooping crane. И очень многие вещи, изученные на канадском журавле, они пытаются, так сказать, применить к американскому. Next. This is western United States, and it's a huge wetland where we started experiment to put whooping cranes. Это такие огромные болота в западных штатах, Соединенных Штатов, они используют вот для работы с канадским журавлем. Next.
This area has a population, this wetland is here. The whooping crane from captivity and put into the nest of sandhill crane. Начало их работы было точно так же, как у нас со стерхом, то есть они собирали яйца из гнезд диких журавлей, беря одно из гнезда, и отправляли в таких транспортных ящиках, отвозили, вернее, не отправляли, отвозили в центр разведения. Next. This is sandhill sitting on the nest. Да, это канадский журавль в гнезде. But now sitting on whooping crane egg, we take